Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Другой ракурс, и Тэхён, язык твоего тела очень красноречив и понятен. Нарываешься на ответную откровенность. Пусть и немного отложенную. Девятое место. Камера фиксирует полярный феномен. По одну сторону от Чонгука безупречный щит, напряжение и абсолютный контроль. По другую — полная капитуляция перед нежностью и мгновенное тепло. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Тэхён виноват? След от поцелуя?» Как его близость с Чонгуком породила новую губную теорию. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Мне так нравится на это смотреть. Седьмое место. Руки при себе держать совершенно не умеет. Шестое место. Поведение пары. Вглядываясь в них, понимаешь, судьба не ошибается. Тэйкук не просто дополняют друг друга, они перетекают друг в друга, стирая границы между «я» и «ты». И тишина между ними никогда не бывает пустой, она заполнена абсолютным пониманием. Другая эра, та же любовь. Пятое место. Так выглядит влюбленный мужчина.
4 место. Как будто на площадке два режима. Стандартный для всех и режим Тейкук, где можно творить хаос и все равно выглядеть гениально. Третье место. Новости. Мелодии, как готовые лозунги для целых поколений. Южнокорейский политик Сон Йенгиль на партийном собрании переплел государственные дела с силой поп-культуры, процитировав треки BTS. Его речь соединила политические месседжи с глобальными хитами Dreamers Чангука и DNA всей группы. Политики цитируют музыку и поп-культуру с тех самых пор, как появилось радио. Искусство всегда было зеркалом триумфов и надежд общества. Как же Тейкук повезло с бойфрендами. Чангук одержал победу в голосовании Netizens Choice «Самый красивый мужчина в мире» 2026 год. Тэхён также вошел в тройку лидеров голосования. В честь победы Чангука журнал Netizens Choice Magazine запустит многоканальную праздничную кампанию, включающую в себя рекламный щит на Таймс-сквер, привлекающий внимание публики. Парад грузовиков, демонстрирующий его победу в крупных городских центрах. Статьи в цифровом и печатном изданиях предстоящего журнала Mid-Year 2026. Он какой-то волшебный. Глубоко западающий в душу вокал Тэхёна в альбоме «Арирэнг» привлекает к себе всеобщее внимание благодаря своему непревзойденному звучанию. Vogue. Американский Vogue выбрал «Арирэнг» как один из лучших альбомов BTS 2026 года, особо отметив вокал Ви среди всех участников. Это было сделано путем выделения конкретной вокальной партии из трека Normal в общей оценке альбома. В американском издании Vogue объяснили свой выбор так: неважно, что будет с Грэмми, BTS выпустили один из лучших альбомов года. Далее в анализе отмечалось: первое возвращение BTS после демобилизации не обязательно должно было быть особенным. Было бы достаточно просто вернуться к стилю популярных и радиохитовых песен, которые они создавали раньше, но вместо этого они вернулись к своим истокам в рэпе и хип-хопе. И на этом фундаменте они добавили все, чему научились в использовании своих голосов. В американском Vogue отметили: в альбоме «Арирэнг» так много очаровательных элементов, и особо упомянули вокал Ви в треке Normal, заявив: часть, где Ви поет «Got Me Feeling Things Unusual», действительно надолго остается в памяти. В своей рецензии на альбом «Арирэнг» газета New York Times также оценила вокал участников группы,
заявив, что вокал Ви самый страстный и мощный. В недавнем интервью Леа Салонга сказала: «Участник с самым захватывающим вокальным талантом – это Ви», добавив: «У Ви теплый тембр, который выходит за рамки простого мастерства». Особенно интересно, как он берет высокие ноты, поскольку даже знатоки Бродвея не ожидали, что баритон сможет спеть теноровую партию. Милашка, который не любит быть милашкой. Тоуё Кизэй, ведущая японское экономическое и деловое бизнес-издание, обратила внимание на влияние Тэхёна, назвав его феноменом «виюр». В статье с экономической точки зрения рассматриваются его статус мировой звезды, сила бренда, а также их влияние на реальное поведение потребителей и рост компаний. Тэхён невероятно востребован компаниями по всему миру. Общая черта рекламы с его участием заключается в том, что в центр внимания ставится именно его визуал, а не сами продукты. Тоуё Кизэй Инк – одна из ведущих медиагрупп Японии в сфере экономики и бизнеса с историей, насчитывающей более 130 лет. Она еженедельно выпускает печатный журнал Weekly Toyo Kizэй. Его основную читательскую аудиторию составляют владельцы бизнеса, топ-менеджеры и управленцы, принимающие корпоративные решения. Согласно собственным материалам медиагруппы, примерно 60% ее читателей непосредственно участвуют в принятии решений, связанных с деятельностью компаний. Пронизывающий ветер, Притряси, Токио, прошлый декабрь, ограниченное по времени поп-ап мероприятие, приуроченное к назначению Тэхёна амбассадором бренда Юнт. Фанаты массово устремились на это событие, привлеченные огромными постерами и лимитированной сувенирной продукцией. В течение всего дня посетители без перерыва фотографировали гигантские панели с изображением Ви внутри и вокруг магазина, активно делясь снимками в социальных сетях. Наш любимый ковбой. Чангук сделал репост в Instagram видеоролика южнокорейского популяризатора науки, известного как Orbit Scientist. В видео говорится: если вы не видите ответа, не думайте, что его нет. Иногда, чтобы увидеть то, что вы ищете, нужно отойти от шума и войти в более тихое, темное место. Есть поговорка: если хочешь найти звезду, иди в темноту. Знаете, что это значит? Многие считают, что причина, по которой звезды не видны в центре города, загрязнение воздуха. Да. Но влияние загрязнения воздуха не так велико, как вы думаете. Влияние ненужного и чрезмерного освещения, светового загрязнения, гораздо больше. Поэтому даже если вы находитесь в центре города, поднимитесь на крышу многоквартирного дома и посмотрите на небо из очень темного места, вы увидите довольно много звезд. Значит, они не видны из-за слишком большого количества ненужного освещения вокруг. Есть поговорка: если хочешь найти звезду, иди в темноту. Поэтому, если вы хотите найти искомую звезду, вам нужно все глубже и глубже погружаться в темноту, чтобы она стала видимой. Очень простая и интересная мысль. Белый или черный цвет? В какой команде ты?
Женщина, которая получила брелок от Тэхёна, на самом деле была бабушкой Арми. Ее невестка сказала, что она чуть не упала в обморок из-за милого жеста Тэхёна. Сердце замирает от того, насколько эмоциональной и важной стала эта встреча для пожилой фанатки. Тэхён подарил ей не просто брелок, а мгновение искреннего счастья, от которого кружилась голова. Тот самый случай, когда человеку не нужно делать вообще ничего, он просто заходит в кадр, и от него уже невозможно оторвать взгляд. В каждом шаге, в каждом движении столько благородства и эстетики, что любое видео с ним превращается в кино. Чистый магнетизм и королевский вайб, который невозможно скопировать. Король, тут нечего добавить. Образец для подражания. Фото Тэхёна из его военной службы было использовано в статье My First Korea о том, как Национальное собрание Кореи устраняет лазейку в законе о воинской службе, существовавшую десятилетиями. Это говорит о том, как высоко корейские СМИ ценят его службу в ДЭТ и считают Тэхёна образцом для подражания. Как бы вшить это видео себе на сетчатку? Когда масштаб Китая встречается с магнетизмом Ким Тэхёна. Легендарный перекресток Чунси в Чэнду превратился в персональный подиум для амбассадора Джинра. Огромный футуристичный экран буквально оживает. Один взгляд Тэхёна, и мегаполис затаил дыхание. Это больше не просто реклама соджу, это настоящее цифровое искусство, от которого невозможно отвести глаз. Невесомый, гипнотический, культовый. Кадр за кадром, как живое полотно. Тэхён в Butterfly просто неподражаем. BTS ворвались в топ-10 главных двигателей Южной Кореи 2026 года по версии журнала CA, заняв 10-е место. Они обошли влиятельных политиков и бизнесменов, доказав, что их сила – это вечный культурный феномен. Парни забрали 10-ю строчку национального рейтинга. Кроме того, BTS – главные лица корейской волны, Хэлио, во всем мире. Каждый раз, когда это видео попадается мне в ленте, меня дико выносит с того, как Чангук совершенно бесстыдно пялится на Тэхёна. Хайп пожертвует более $300,000 на ликвидацию последствий землетрясения в Колумбии. Средства помогут удовлетворить первоочередные нужды пострадавших сообществ и поддержат долгосрочные работы по восстановлению. Южнокорейская развлекательная компания Hype, стоящая за BTS,
и другими ведущими кей-поп исполнителями. Пожертвует 1 миллиард колумбийских песо, около $300, 000, на поддержку ликвидации последствий и восстановления после недавнего землетрясения в Колумбии. Хайп остается самой коммерчески успешной силой в кей-поп. Компания является домом для BTS, первых корейских артистов, возглавивших чарты Billboard Hot 100 и Billboard 200, а также таких групп, как Seventeen, Tomorrow X Together и Le Sserafim, а ее экспансия в Латинскую Америку включает создание специализированных проектов, направленных на развитие местных талантов. Вы только посмотрите на довольного Чонгука. Хайп остается самой коммерчески успешной силой в кей-поп. Компания является домом для BTS, первых корейских артистов, возглавивших чарты Billboard Hot 100 и Billboard 200, а также таких групп, как Seventeen, Tomorrow X Together и Le Sserafim, а ее экспансия в Латинскую Америку включает создание специализированных проектов, направленных на развитие местных талантов. Вы только посмотрите на довольного Чонгука. Я, кажется, очень сильно люблю его. Чонгук носит будущее. Секретный дизайн Кайк уже в сети. Лучший способ презентовать секретную коллекцию – доверить ее главному амбассадору. Уникальный дизайн Кайк на Чонгуке уже получил одобрение лайком от старшего менеджера студии глобального дизайна, направления VIP и специальных проектов в Calvin Klein. На снимке Чонгук запечатлен во время саундчека в Кайк особого дизайна, модели, которая еще не поступила в продажу. Без комментариев, посмотрим, насколько мы с вами все здесь озабоченные. Чонгук на обложке нового печатного Netizens Choice 2026. Печатный выпуск журнала Netizens Choice за середину 2026 года с Чонгуком на обложке. Официально коронованным как самый красивый мужчина в мире, Most Handsome Man Alive, по итогам глобального опроса с более чем 31 миллионом голосов, уже поступил в продажу. Их язык любви – самое нежное, что может быть. Какой же он Боба, даже когда пьет воду из трубочки.
У меня имеется подозрение, что Чонгук очень собственник. А у вас? Мы можем поговорить о крепком мужском плече? Обожаю этот момент. Земля вызывает Чонгука. Он серьезно увлекся космической тематикой. Репостнул сообщение о находке на Марсе. Отметьте того, кого вы любите так же сильно, как Марс. На поверхности Марса обнаружена характерная форма рельефа в виде сердца. Запечатленная орбитальным аппаратом НАСА Марс, Reconnaissance Orbiter во время исследования региона Аравия-Терра. Эта четкая форма сердца, длиной около 1 километра, образовалась случайно в результате сочетания удара и эрозии. Небольшой метеорит ударил по вершине сердца, сдув темный материал, покрывающий поверхность, и обнажив светлый материал под ним. Этот светлый материал стекал по склону, повторяя нынешний контур сердца. Тот факт, что это место оказалось на выбросах, оставленных более крупным кратером, также способствовал формированию этой формы. Подобные формы рельефа в виде сердец встречаются в нескольких местах на Марсе. Они не являются преднамеренными и не несут в себе никакого особого значения. Это узоры, созданные случайно в результате удара, эрозии и течения времени. Аромат дома и тепла почувствовали. Уголок Тэхёна от Тейкриос, Арлингтон. Сегодня мне посчастливилось посетить парк Клайда Уоррена в центре Далласа, и это было такое мирное и спокойное место. Что сделало этот визит еще более особенным, так это то, что наша команда Тейкрю посвятила Тэхёну памятный знак. Зная, что мы создали небольшое пространство в честь человека, который вдохновляет так много людей, мое сердце наполнилось радостью. Второе место. Это так интимно. Хватит притворяться, что вы этого не видите. Чонгук каждый раз так нескромно залипает на Тэхёне, аж неудобно. Я никогда не видела такого выражения на лице Чонгука, разве что когда он ест что-то вкусное. Первое место. Игра без проигравших.
Их общение – это бесконечный, изящный пинг-понг из дразнящих улыбок и мимолетных тактильных знаков. Это игра, в которой правила создаются на ходу, а главным призом становится внимание друг друга. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.